Дорогие друзья, я много раз говорила, что к богам не только нужно обращаться за помощью и получать эту помощь, их нужно потом еще и благодарить. Иногда ритуалы благодарения и заговоры благодарения, гимны богам дают человеку больше, чем даже просьба к ним. Потому что благодарность боги ценят. Благодарность ценят не только боги, но и люди, но боги особенно. Человек благодарный, он никогда не будет жить в нужде. Благодарный человек всегда будет подниматься по жизни. Благодарный человек тот, который радуется и признателен за малое, что ему дается. Такому человеку боги дают еще и больше. Но для начала они смотрят и наблюдают за нашей жизнью, насколько мы благодарны. Только ли мы приходим к ним для того, чтобы просить, просить и просить без конца? Или после того, как мы попросили, мы считаем нужным просто в порыве, в желании в таком благодарить их? Потому что когда человек совершает некий ритуал и получает эту помощь невидимую, да, этой невидимой рукой дают ему помощь, он настолько внутри благодарен этим силам, что в любом случае хочет как-нибудь свою благодарность выразить. И выражает в ритуалах, выражает в благодарных словах, выражает в мыслях, в любом случае выражает свою благодарность тем богам-покровителям, которые ему помогают. Ритуалы фортуны вы совершали очень много, и я многое вам дарила. И я вам всегда говорила, что фортуна – это сама судьба. Еще ее называют фортуна Фелиция, счастливая судьба. Но она не всегда счастливая, она может и отвернуться от человека, а может одарить. В основном фортуна дает материальное благополучие. К ней обращались именно за материальным благополучием, за внезапным фартом, удачей из ниоткуда, за спасением в трудную минуту. И она помогала людям. И если человек налаживал с ней связь, если человек укреплял свою связь с фортуной, если человек становился балованием и любимицей судьбы, то против этого человека невозможно было ничего делать. Фортуна охраняла, оберегала этого человека всеми силами. Что бы против этого человека не придумывали, что бы ни пытались сделать, бесполезно. Это все венчалось неудачей у врагов этого человека. И наоборот, у человека, который стал любимицей или любимчиком судьбы, дела шли в гору, и хотя своими трудами, но в любом случае у него была удача и благословение самой судьбы. А благословение самой судьбы дорогого стоит, потому что благосклонность судьбы это означает, что закрытые двери будут открываться, и человек будет менять свою судьбу в лучшую сторону. Перед вами фортуна, точнее 3 фортуны. Одна из них сидит на троне. В этом ритуале вы можете, как бы сказать, подключить всю свою фантазию и создать такой алтарь, который вам нравится. Можно зеленая ткань, можно золотистая ткань, можно красная ткань, красные свечи, зеленые свечи, украшения на стол, кофе, благовония, все что угодно. Вот как вы хотели бы благодарить, знаете, как принять дорогого гостя, благодарить, то же самое сделайте по отношению к той богине, которая вам покровительствует, помогает. По крайней мере, вы пытаетесь ей понравится, чтобы она вас полюбила. Итак, читать нужно 3 раза. Здесь есть и латинский текст маленький. Он взят из более древних песнопений, посвященных богине судьбы. И я включила это в свой ритуал.
тем самым усилила. Почему я еще раз объясняю, почему мои работы получаются? Потому что за основу моих трудов лежат очень древние знания. Поскольку я историк, очень много изучала и архивы, и древние песнопения, и древние религии, служения и так далее. Естественно, для себя заприметила очень много тех текстов, которые, может быть, уже потеряны, забыты, может, на них уже мало кто обращает внимание, но они настолько сильны, потому что звучали тысячелетиями в стенах храмов. И человек, знающий, берет их, создает на их основе работы, и эти работы очень сильны. Вот вам секрет моего успешного творчества, да? Как говорят, предмет моей гордости и зависти тех, кто ничего из себя не представляет. Начнем. Я прочитаю один раз, поскольку у меня не хватит памяти. Или, может, и хватит, просто сил не хватит. О, сиятельная судьба, ты восседаешь на троне. Из щедрот рук твоих мы принимаем дары. Славная богиня, щедрая на милость, дарующая благо, благослови меня. О, Мадер Фортуна, calicentibus facibus introni, benedicat mi, vivat fortuna, perpetua gloria вас. Щедра земля, щедры небеса, щедры моря и водные глубины. Вся щедрость мироздания через святые руки твои передается мне. И дом мой будет полон удачи, и сундуки мои будут полны сукна, плечи мои покроют соболя, и дорогие редкие меха, и пальцы мои украсят золото и алмазы, и бесчисленные каменные караты, жемчуга и бриллианты, дары со всех сторон, и слава, и почет, и уже деньгам и добру моему я не веду счет. О, Мадер Фортуна, calicentibus facibus introni, benedicat mi, vivat fortuna, perpetua gloria вас. Никто не властен над телом и душой. Никто не нависнет над моей судьбой. Я, любимица судьбы, нашла свою награду. Предо мною нет отныне преграды. Фортуна защита, фортуна даритель, фортуна от бед и зла избавитель. Ты, Матерь моя и мой покровитель, тобой я живу, дышу и творю. Возвысь же меня над всеми и вся, верную дочерь навеки свою. О, Мадер Фортуна, calicentibus facibus introni, benedicat mi, vivat fortuna, perpetua gloria vas. О, Мадер Фортуна, calicentibus facius introni, benedicat mi, vivat fortuna, perpetua gloria vas. О, Мадер Фортуна, calicentibus facibus introni, benedicat mi, vivat fortuna, perpetua gloria vas. Истинно, да будет так. Усталость. Сегодня очень устала, но все-таки решила, что я должна снять и подарить вам, и только после этого отдохнуть. Так и делаю. Пользуйтесь во благо. Всем удачи и всех благ.